Меня поселили с вещами. Я положил сумку рядом с кроватью. Я ее даже толком не разбирал. Я просто сбрасываю шмотки рядом с сумкой. Я просто это веду к тому, что мне не обязательно нужен был отель, и мне относительно все равно, какой он. Ну, кровати там горизонтально стоят. Типа, довольно просто уснуть из-за этого. Я сегодня решил дать этого слабины. А где второй? Ушел там, еще сказал. Голову вали отсюда. Так это же Сережа. А с кем ты живешь? С Гоном. С Гоном? Он вчера так рофлил из-за того, что ты фопа сделал, ты б только знал. Что он делал? Читай планшет, почитай. Сейчас посмотрю. Не, я видел, что там куча сообщений, но я не смотрел, что там за бред. Создал профиль Гоша Питер 28 и начал глядеть тёток там. Собственно, одну склеил. Полная жизнь. А что там на квалах корейских? Что? Да, я сам посмотрю. Корейские квалы корейцы выиграли. Обе? Ага. Прям как Тёма говорил. Ну, подходит, это корейцы, добро пожаловать. Остался последний, самый важный штрих. А ты уже все, что ли, идешь туда? Ну, а что это? А. Ну, не туда, надо же пойти покушать, правильно? Для всех почему-то команда из 5 человек, она выглядит, вот они 5 человек, они такие все одинаковые, прям все легко, все круто, пойдемте поедим. Ах, да, пойдемте, все впятером пошли поели, вшестером. Ни хрена подобного. Один захотел проснуться в 10, второй проснулся в 11, третий проснулся в 12, четвертый в час, пятый проснулся в 3. Ну, например. В итоге каждый хочет поесть. Один захотел пойти в теремок поесть блинов, третий захотел заказать суши, четвертый вообще не ест ничего, кроме картошки. Привет, ФНГ. Совершенно все разные ребята, совершенно разные характеры и в плане еды аналогично. Кстати, кто-то сидел за моим компьютером, и это определил то, что мышка была нахуй выброшена. Есть было вот это и это. Кто сидел за моим креслом? Кто кушал мою кашу? Да и что там было? Кто ел из моей тарелки? Не, кто спал на моей кровати? Кто не может сказать двух слов? Где моя большая ложка? Где моя большая ложка? Подсматриваем! Гоша, будешь? Ой, Всё. давай, один на один. Не, я с тобой один на один не буду. Вот с мясом какой-нибудь я бы поиграл. Ну давай, Гоша. Все, стой, один на один. С тобой только если в КС. Больше я с тобой играть не буду. Окей, давай. Ах вы. Разъебу один на один. И пойду играть в дотку. Какую, ту же карту, Bloodrun? Давай. Ты ее не знаешь? Давай. Все, я создаю. Ты можешь зайти через меня. Нет. Готовься. Жор, давай объединимся. Против него? Да. Ты меня заинвайтил только?
Собака. Буткемп изначально был придуман людьми для двух, наверное, вещей. Для того, чтобы команда могла собраться вместе и начать играть, и для того, чтобы люди могли какое-то время провести друг с другом, получше узнать друг друга. На буткемп нам предложил собраться Артем. Цель сбора очевидна. 3 турнира, которые нас ждут. Это MLG, DreamHack и SL1. Но если говорить по буткемпу, то мы сразу понимали, что у нас будут большие проблемы по этому поводу. Одновременно с буткемпом идут квалификации на Инт, плюс начинается Марс ТВ, команды будут в дороге, и вряд ли нам удастся поиграть много КВ с сильными соперниками, но с другой стороны мы понимали, что нам необходимо просто собраться перед 3 турнирами, нам необходимо настроить как-то Team Spirit. Здесь какое-то сборище задротов в офисе. Мне не нравится офис, мне нравится еда в офисе. Они называли это буткемпом. Вы покушали, ребят? Заказываем или идем? Ну, ребят, мы уже сходили. Вы же сходили. Куда? Теремок. Ну, изначально я начинал играть доты, чтобы попасть на Инт, чтобы самоутвердиться как-то, чтобы добиться чего-то именно в этом. И когда у меня такой хороший шанс мне дали, что я могу поехать на Инт и показать себя там, личная жизнь — это попросту не имеет значения. Просто тратишь все время и все силы и энергию именно чтобы развиваться именно в этом направлении. Мне, допустим, моя девушка очень много помогает, и как бы я могу себя полностью уделить доте. Она это все понимает, принимает и как бы инкапсулирует меня от очень многих проблем. Не, ну Нага Котл, конечно, прикольное решение. Зомби. Ну, типа, если бы, например, был лишь Шрак и Антимаг, то я думаю, Нага бы никак не выиграла. Ну, адекватно, если ты хочешь стать чемпионом International, то ты должен понимать, что если будет команда, которая играет больше, чем ты, то она по факту уже в какой-то степени имеет больше шанс победы, чем ты. Соответственно, если у тебя есть какая-то личная жизнь, то ты обязан ее, ну, как-то отодвинуть на второй план и полностью переключиться на доту, чтобы, ну, как минимум по времени игры превзойти своих соперников, чтобы иметь, ну, некий такой процент, плюсик перед своими соперниками. Итак, мы тренируемся 1 на 1, тренируем нашего мидера, чтобы он нагибал всех. Понятно, для достижения определенных целей, в частности, победы на турнирах, перед самими турнирами надо как можно сильнее сконцентрироваться на то, чем ты занимаешься. То есть на игре, на своей игре, на игре соперников, на игре команды. И стараться, чтобы остальные проблемы как можно меньше тревожили тебя, или еще лучше совсем не тревожили и никак не влияли на твою игру. Лично я предпочитаю просто играть в доту. Личная жизнь, на самом деле личная жизнь и работа менеджера — это то же самое, что любая работа и личная жизнь. Я не вижу никаких проблем, и в принципе у меня их нет. Вопрос там, если у меня сейчас, там, в данный момент, жена, дети или какие-то серьезные отношения, нет, но не потому, что я работаю менеджером, потому что у меня нет времени, просто потому что. Это вот, короче, вот типа против Малайзии 2 варианта играть. Удариться early против early, ну типа они тимфайт, мы тимфайт, и ты пи***шься, но типа не, знаешь, не всегда это выгодно. Вот типа против Малайзии лучше таким стилем играть будет, мне кажется. Деф? Ну да. Я согласен. Да, Не, ну все понятно, да, тут что. до этого что, типа, ничего особенного с ними. 5 рейнджей, полный овен, вообще безидейно. Вторая игра, типа, взяли то же самое, Draw VR, только не знали, что Бурда их, типа, готовнее просекает. А где визаж банит? Да. Первый? Малайзия, значит, будет банить, да? Тем лучше. Чувак.
Да не, я бы с ними в дотку своих покатал вот эту прикольную. Менеджер команды. Что же делает менеджер команды? Ну, год, например, уверен, что он не делает ничего. Менеджер команде нужен для того, чтобы игроки могли играть, чтобы ты не думал ни о чем, кроме игры. Чтобы мы не делали по факту ничего, то есть чтобы мы были теми самыми ребятами, кто сидит за компьютером 24/7. То есть, если я хочу покушать, он мне приносит еды. Это в какой-то степени странно, но опять же все сводится к тому, что если у какой-то команды люди не отвлекаются на прочие вещи, типа там делание виз, оформление расписания, связи там с кем-то, то у тебя, соответственно, получается немного больше времени именно на игру в доту. Если тебя это будет волновать, ты будешь об этом думать в игре, либо там где-то прогуливаясь, и оно будет напрямую влиять на результат, на самом деле. Может быть, не сильно, но будет. Понятное дело, что я не могу там подтирать им слюни, да, если что, или там переводить через дорогу, говорить «красный, осторожно», но что-то там из вот этого перечисленного иногда приходится делать. Зачем собаке поводок? Чтобы держать собаку за поводок. Но собаке-то это не нужно. Хотя иногда нужно, да. Собака может сорваться там с поводка и убежать. Домой! Домой! Кстати, реально крутая тема. Я подумал, что это вообще просто топовая фраза. Я запомнил. Я пес. Гав. Гав. Гав.